Коронавирус шагает по планете, с каждым днем все больше заразившихся, и все новости во всем мире посвящены, мне кажется, только этому коронавирусу. Выявляют новые жертвы в разных странах, закрывают границы, люди отменяют свои поездки. Кто хотел поехать в Китай, действительно, если когда ты смотришь на кадры, которые приходят из Китая, такой-то ужас, кошмар, люди просто падают на улицах. Врачи, уставшие врачи спят там буквально на полу, на стульях и строят новые больницы, города блокированы, люди строят на дорогах баррикады, и вообще непонятно, что происходит, что будет дальше, и все это еще усиливается такой вот истерией, которая распространяется уже далеко за пределы Китая. Вот я только что сегодня прилетел из Африки, вчера я был в Эфиопии, в Аддис-Абебе, и когда ты прилетаешь в Аддис-Абебу и идешь к паспортному контролю, там стоит просто такой кордон из людей в белых халатах, в маске, которые тебе меряют температуру, спрашивают, откуда вы прилетели. Сегодня я прилетел в Домодедово, и все сотрудники, все пограничники наши, которые работают в Домодедово, они все в масках. Я спрашиваю, а что это вы маска? Он говорит, ну вот коронавирус, нам всем приказали работать в масках. В общем, я сейчас хочу позвонить по скайпу своему другу, который живет в Пекине, живет там уже много лет, он очень хорошо ориентируется в китайских новостях, следит за ситуацией. Хочу узнать, что на самом деле сейчас происходит в Китае, действительно ли все так страшно. Андрей, привет. Скажи, что у вас сейчас происходит в Китае? Да, что происходит в Китае, потому что, то, что мы здесь смотрим новости, то, что нам показывают, это что-то ужасное, потому что, говорят, закрывают границы, все отменяют авиарейсы, какое-то количество городов блокировано, у всех паника, люди как прямо в каком-то фильме падают просто на улицы замертво, и вообще какой-то кошмар и ужас. Что на самом деле происходит, что пишут, что говорят у вас? Так, во-первых, начнем с того, что у нас все в порядке. Сегодня у нас, по официальным данным, уже 106 человек умерло, 4500 с подтвержденным диагнозом, закрыта практически вся провинция Хубэй. Вот примерно такая ситуация. Я, кстати, перед тем, как с тобой созвониться, на всякий случай проверил, буквально неделю назад, 21 января, было всего 6 умерших. Хорошо, и как это выражено, то есть, что происходит, что предпринимают власти, действительно ли вас там ограничили все путешествия, какие-то баррикады на дорогах? В столице, в принципе, все более-менее расслаблено. Сейчас в Китае идет, надо сказать, новогодние праздники, да? Сейчас идет неделя новогодних праздников. 25-го у нас был Новый год по китайскому календарю, поэтому все крупные города в Китае, они сейчас опустевшие. Это такие города, состоящие из приезжих. Местное население, в принципе, не очень большое. Люди разъезжаются домой лепить пельмешки, взрывать петарды, навещать бабушек и дедушек. Поэтому, в принципе, сейчас в крупных городах активность и так невысокая. Она была бы и так невысокая и без вируса. То, что закрывают границу, это действительно так? Вот с Россией там до 7... Смотри, самостоятельно ввели такую блокаду границы. В первую очередь Северная Корея, если не ошибаюсь, Монголия тоже поступила таким же образом. И сегодня также поступил специальный административный район Гонконг. Там Керри Лэм, забыв о протестах местного населения, она, сказала, что самая главная проблема – это не допустить распространения вируса, и в ближайшее время, прекращается работа пропускных пунктов в Гонконге с основным Китаем. Так, вот смотри, пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и в Амурской области не будут работать до 7 февраля. Смотри, мне сложно это комментировать. Скорее всего, из китайских праздников просто какие-то пункты не очень крупные, они сами по себе закрываются. И планировали открыться, например, 31 числа, но теперь откроются чуть позже. Пограничники сидят с обеих сторон границы. Если одни не выходят на работу, то граница не может функционировать. Но это мое предположение. Наверное, это связано... Все те пункты, которые назвал, Жаохэ, это с российской стороны Покровка. Это не крупные пункты пропуска, поэтому, возможно, там они приостанавливают работу на срок китайских праздников. Хорошо, самолеты летают? Самолеты летают, но не в Ухань и не в провинцию Хубэй. Сейчас, куда бы ты ни полетел в Китае, ты, как правило, заполняешь такую небольшую анкетку, тебе выдают ее в самолете, тебе выдают ее в поезде, и там, в принципе, основной вопрос – это был ли ты в Ухане в течение последних 14 суток.
Если ты говоришь, что да, скорее всего, у тебя будут какие-то, не скажем, не проблемы, но тебя отведут на дополнительный осмотр. Просто в интернете есть видео, где человека без маски полицейский с силой там выталкивает из метро, из вагона. Ты, наверное, видел это видео? Я видел это видео, да, мне сложно сказать. В городе попадаются люди без масок, ничего страшного с ними не происходит, по крайней мере, при мне их не винтили, в автозаки не бросали, значит, таких вот проблем не было. Ну, вообще, да, конечно, люди, в принципе, напряжены, в подъезды развешивают объявления, что нужно следить за собой, нужно надевать маски. Особая тема с покупкой масок, потому что их все разобрали. Соответственно, Китай начал ввести маски из-за границы. Тайвань, например, запретил экспортировать маски в Китай, опасаясь, что все маски здесь просто раскупят и вывезут туда. Появляются какие-то странные сообщения, что есть люди, которые стирают маски, выброшенные, значит, потом их перепродают. Но насколько это так, сложно проверить. Но да, вообще в городе люди в основном ходят в масках. Когда вот начались каникулы по случаю Нового года, многие говорили о том, что им не хочется ехать домой. Хотя, казалось бы, это такое самое любимое, счастливое время года, когда отмечается Новый год, потому что в Китае, как правило, нету отпусков. Люди пытаются съездить к родным на новогодние каникулы, на каникулы, посвященные Дню образования КНР 1 октября. То есть это такие, в принципе, кульминационные моменты, когда, помнишь, такие фотографии по всему Китаю, где миллионы людей на китайской стене, значит, огромные очереди, вокзалы и так далее. Сейчас, конечно, люди все напряжены, действительно, людей на улице по ощущениям меньше, но просто еще надо понимать, что в крупных городах, таких как Пекин, всегда на Новый год людей становится меньше. То есть, подожди, в этом году всяких столпотворений нету. А, по-моему, закрыли же, да, стену? Не стену закрыли групповые туры. Вообще в Китае заморозили групповые туры в настоящее время. Это что такое групповые туры? Просто смотри, все в Китае, в принципе, люди в основном путешествуют групповыми турами на автобусах, вот эти все бабушки с флажками, значит, небольшие группы по 50-200 человек. Сейчас таких групп нет, все сидят дома, раскупают. Сегодня был такой мем в китайском интернете, что раскуплены все презервативы, значит, продолжают работать магазины, где продаются вино и сигареты. Видимо, людям надо как-то себя развлекать. Очень большой урон понесла киноиндустрия, потому что тут под Новый год готовился запуск целого ряда премьер, в том числе фильма, который называется «Потерянный в России». Значит, теперь все эти кинопремьеры отменены, какие-то фильмы вышли бесплатно в обращении, то есть люди, киноиндустрия понесла ущерб. Еще очень большой фактор – это то, что, в принципе, каникулы по случаю Нового года заканчивались 31 января, уже на государственном уровне принято решение о переносе окончания выходных на 3 февраля. Например, в Шанхае, по крайней мере, известно про Шанхай, они уже перенесли на 9 февраля. То есть Шанхай будет отдыхать очень долго, 2 недели. Огромное количество заводов, фабрик, которые обеспечивают функционирование глобальной экономики, они не могут начать работать позже. Например, сегодня в западных СМИ обсуждали, что огромное количество всяких иностранных компаний, типа Apple, производят свои гаджеты в Китае. Соответственно, например, у Apple есть 2 компании, которые здесь занимаются сборкой продуктов. Одна компания Foxconn находится в городе Чжэнчжоу, вторая компания Pegatron рядом с Шанхаем. Все эти города находятся на удалении примерно 500 километров от Уханя, но если будет принято решение о продолжении каникул, то, соответственно, эти заводы и фабрики не откроются позже, чем изначально планировалось, и это может нанести ущерб глобальной экономике, могут начаться перебои в поставках необходимых компонентов. Китай очень важно связует, но какие-то компоненты, здесь сборка производится и так далее, может сказаться на глобальной экономике в том числе. Ты не собираешься эвакуироваться из Китая? Вот хорошо, у тебя семья, ты сам нервничаешь? Жена у тебя... сам не нервничаю. Так, как-то, ты не паникуешь? Например, я могу сказать, что у нас в школе, ребенок ходит в местную школу, уже отложили начало занятий на 17 февраля. Причем это отложили занятия, да, причем сказали, что это просто 17 февраля это не продолжение занятий, это такая ориентировочная дата. Вполне возможно, что занятия начнутся даже позже 17 февраля. Дети рады, дети счастливы. Самая главная проблема с этим вирусом, она заключается в том, что до сих
пол, непонятно, как он распространяется, какие симптомы, как его лечить и так далее. Надо сказать, что есть большое количество выздоровевших, да, уже почти 60 человек просто излечилось. Их фотографии публикуют, их встречают с цветами. В том числе сегодня была медицинская бригада, китайская медицинская бригада, которая заболела этим вирусом, излечилась. Один врач сразу продолжил работать. В общем, такие духоподъемные истории. Но проблема в том, что они излечились сами по себе. Никакой вакцины пока нет. А Китай, я так понимаю, совместно с другими странами работает над созданием этой вакцины. На это брошены все силы. В скором времени, будем надеяться, эта вакцина появится. Слушай, а вот эти вот кадры, как вот китайские комсомольцы молодые вот едут спасать Ухань, вот эти врачи с какими-то лозунгами, это как-то в какой-то вот пропаганде проявляется, что очень пишут газеты, не знаю, там про врачей, сейчас поможем Ухане, там бросим все силы. Конечно, это проявляется в пропаганде. Специальные средства массовой информации Китая, они заполнены все фотографиями, группы врачей, которые отправляются занимаются самопожертвованием, отправляются лечить людей в Ухань, срезают себе волосы. В общем, какие-то такие духоподъемные кадры. Ну, конечно, добровольно они отправляются по зову сердца. Да, абсолютно. Конечно. У нас в Китае все добровольно и по зову сердца. Вот, кстати, ты смеешься, а у нас в России уже вакцину продают. Вообще, вот ты недавно рассказывал про то, что в странах, где контролируется работа средств массовой информации, очень такая благодатная почва для развития всяких слухов, их распространения и так далее. Это действительно так. В Китае очень много слухов появляется. Люди пишут в Твиттере, люди пишут в китайских социальных сетях о том, что привозят какие-то тела в морг, их там сжигают, они все с пневмонией, но им не диагностировали НСОВ и так далее. То есть, конечно, какая-то есть доля такого вот раздувания паники. На самом деле, надо просто успокоиться, следить, в принципе, для такого населения, как Китай, а в этом году он преодолел уже отметку 1,4 миллиарда человек, 4000 заболевших, это не то, что 1/100, я думаю, 10-тысячная, 1/100-тысячная процента, если не меньше, не меньше, не меньше. Ты сказал, что у вас там в Твиттере что-то пишут, у вас разрешили Твиттер? Нет, Твиттер у нас не разрешили, но, кстати, раз ты уж интересовался, я могу сказать, что в отношении вот этого вируса китайские власти разрешают людям, в принципе, выражать свое мнение относительно местных властей и их работы. Сейчас дозволенная тема, можно отыграться на местных чиновниках и нерадивом местном начальстве, которое вовремя не приняло меры. То есть плохие бояре, и теперь их можно попинать. То есть ты можешь сейчас можешь в Вичате свободно написать, что губернатор вот этой вот провинции мудак, и тебе ничего не будет за это. Я не пробовал. Ладно, последний вопрос. У вас там какую-то чудо-больницу строят за 2 дня. Ты что-то видел про это? 2 чудо-больницы. Да, конечно. 2 чудо-больницы. В Ухане строят больницу на 1000 койко-мест и обещают ее закончить к 3 февраля. Кстати, были такие фотографии, выезды из Ухани засыпают землей. Да. В интернете циркулируют. Это люди в деревнях делали такие насыпи, говорили о том, что они не хотят пускать сюда людей из других городов, из других провинций. То есть местные люди самостоятельно насыпали такие преграды на въездах. Я понял. Хорошо, Андрей, спасибо. Купи себе маску, пожалуйста. Я за тебя переживаю. Мы с тобой должны весной ехать в Японию, а я переживаю, что мало ли что. Не хотелось бы, чтобы ты умер. Купи себе маску. Я могу тебе, хочешь, я тебе пришлю? Смотри, у нас что, маски в России есть. Хочешь, я тебе маску пришлю? Хочу. Все, договорились. Я тебе отправляю маски. Все. Мерч от Варламова. Да, мы их забрендируем даже. Самое главное, не нужно паниковать, потому что я смотрю, опять же, то, что сейчас творится в каких-то чатах, группах, в различной рекламе. И очень много
паразитов, на самом деле паразитов пытаются вот на панике, на неизвестности, на то, что люди не понимают, что происходит, пытаются как-то сыграть, заработать деньги, продавцы какой-то гомеопатии, БАДов, лекарств пустышек обманывают людей. Кто-то, даже сейчас есть сообщение, что по каким-то чатам начали чуть ли уже не какую-то секретную вакцину пытаться продавать. В общем, очень много недостоверной информации. Пожалуйста, ребят, не поддавайтесь панике, думайте своей головой и проверяйте информацию, потому что фейк-ньюс в условиях эпидемии распространяются даже быстрее, чем сам вирус.请订阅这个频道，对这个频道点赞。Все, пока.